We're going to listen a simple story in Russian. This lesson is for beginners. It will be divided in 4 sections. First, we're going to listen text with subtitles. Second, we're going to listen text with translation. And after, we will be listening story without subtitles. And finally, answer the question. Однажды я написал важное письмо. Внутри были документы для работы. Я положил его в конверт, написал адрес и пошел на почту. Но когда я подошел к ящику и хотел его бросить, сзади подул сильный ветер, и письмо выпало из рук. Оно упало на землю и полетело по улице. «Стой!» — закричал я и побежал за ним. Письмо пролетело мимо магазина, зацепилось за ногу прохожего. «Простите, это мое письмо!» — крикнул я. Он поднял конверт, но в этот момент подъехал автобус. Ветер снова подул, и письмо улетело прямо в открытую дверь автобуса. Я подбежал к водителю. «Пожалуйста, откройте, там мое письмо». Он открыл дверь, но письма уже не было. Пассажир сказал: «Оно вылетело на следующей остановке». Я побежал туда. На остановке сидела женщина с ребенком. «Вы не видели письмо?» «Да, оно пролетело мимо. Его подобрал парень на велосипеде». Я уже не знал, плакать или смеяться. Я сел на скамейку. И вдруг вижу, через дорогу, тот парень. Он держит мой конверт. Я побежал к нему, крича: «Подожди, это мое письмо!» Он испугался и поехал быстрее. Я не сдался, взял самокат, который стоял у магазина, и поехал за ним. Мы проехали 2 квартала. Наконец, он остановился возле парка. «Простите, я думал, это просто мусор. Я хотел выбросить». Я взял письмо, проверил, все на месте. «Спасибо, что не выбросил». Я пошел обратно на почту. Там меня уже ждали. На этот раз я сам положил письмо в ящик, крепко, 2 руками. Все закончилось хорошо, но теперь я всегда держу письма очень крепко. Now we're going to listen story with translation. One day I wrote an important letter. Однажды я написал важное письмо. Inside were documents for work. Внутри были документы для работы. I put it in an envelope, wrote the address, and went to the post office. Я положил его в конверт, написал адрес и пошел на почту. But when I got to the mailbox and was about to drop it, a strong wind suddenly blew from behind, and the letter flew out of my hands. Но когда я подошел к ящику и хотел его бросить, сзади подул сильный ветер, и письмо выпало из рук. It fell to the ground and started flying down the street. Оно упало на землю и полетело по улице. Stop, I shouted and ran after it. «Стой!»
закричал я и побежал за ним. The letter flew past a store and got caught on a passerby's leg. Письмо пролетело мимо магазина, зацепилось за ногу прохожего. Excuse me, that's my letter, I shouted. «Простите, это мое письмо!» — крикнул я. He picked up the envelope, but at that moment a bus pulled up. Он поднял конверт, но в этот момент подъехал автобус. The wind blew again, and the letter flew right into the open bus door. Ветер снова подул, и письмо улетело прямо в открытую дверь автобуса. I ran up to the driver. Please open the door. My letter is in there. Я подбежал к водителю. «Пожалуйста, откройте. Там мое письмо». He opened the door, but the letter was already gone. A passenger said, Он открыл дверь, но письма уже не было. Пассажир сказал: It flew out at the next stop. оно вылетело на следующей остановке. I ran there. At the stop, there was a woman with a child. Я побежал туда. На остановке сидела женщина с ребенком. Did you see a letter? Вы не видели письмо? Yes, it flew by. A guy on a bike picked it up. Да, оно пролетело мимо. Его подобрал парень на велосипеде. I didn't know whether to laugh or cry. I sat down on a bench. Я уже не знал, плакать или смеяться. Я сел на скамейку. And suddenly I saw him. Across the street. That guy was holding my envelope. И вдруг вижу, через дорогу, тот парень. Он держит мой конверт. I ran toward him, shouting, Wait, that's my letter. Я побежал к нему, крича: «Подожди, это мое письмо!» He got scared and started riding faster. I didn't give up. I took a scooter that was near the store and followed him. Он испугался и поехал быстрее. Я не сдался, взял самокат, который стоял у магазина,
и поехал за ним. We went 2 blocks. Finally, he stopped near the park. Мы проехали 2 квартала. Наконец, он остановился возле парка. Sorry, I thought it was just trash. I was gonna throw it away. Простите, я думал, это просто мусор. Я хотел выбросить. I took the letter and checked. Everything was there. Thank you for not throwing it away. Я взял письмо, проверил. Все на месте. Спасибо, что не выбросил. I went back to the post office. They were already waiting for me. Я пошел обратно на почту. Там меня уже ждали. This time I put the letter into the box myself, tightly, with both hands. На этот раз я сам положил письмо в ящик, крепко, 2 руками. Everything ended well, but now I always hold my letters very tightly. Все закончилось хорошо, но теперь я всегда держу письма очень крепко. Now we're going to listen story without subtitles. Однажды я написал важное письмо. Внутри были документы для работы. Я положил его в конверт, написал адрес и пошел на почту. Но когда я подошел к ящику и хотел его бросить, сзади подул сильный ветер, и письмо выпало из рук. Оно упало на землю и полетело по улице. «Стой!» — закричал я и побежал за ним. Письмо пролетело мимо магазина, зацепилось за ногу прохожего. «Простите, это мое письмо!» — крикнул я. Он поднял конверт, но в этот момент подъехал автобус. Ветер снова подул, и письмо улетело прямо в открытую дверь автобуса. Я подбежал к водителю. «Пожалуйста, откройте, там мое письмо». Он открыл дверь, но письма уже не было. Пассажир сказал: «Оно вылетело на следующей остановке». Я побежал туда. На остановке сидела женщина с ребенком. «Вы не видели письмо?» «Да, оно пролетело мимо. Его подобрал парень на велосипеде». Я уже не знал, плакать или смеяться. Я сел на скамейку. И вдруг вижу, через дорогу, тот парень. Он держит мой конверт. Я побежал к нему, крича: «Подожди, это мое письмо!» Он испугался и поехал быстрее. Я не сдался, взял самокат, который стоял у магазина, и поехал за ним. Мы проехали 2 квартала. Наконец, он остановился возле парка. «Простите, я думал, это просто мусор. Я хотел выбросить». Я взял письмо, проверил. Все на месте.
Спасибо, что не выбросил. Я пошел обратно на почту. Там меня уже ждали. На этот раз я сам положил письмо в ящик, крепко, 2 руками. Все закончилось хорошо, но теперь я всегда держу письма очень крепко. After listening to a story, let's try answer the question. Что было внутри письма? Что случилось с письмом? Как я верну себе письмо? Документы, конверт, велосипед, самокат. Our lesson comes to an end. For more practice, you can write your answers in the comments. We will check them. Also, don't forget to watch other videos on our channel. See you next time.